Всем привет! Меня зовут Настя. Сегодня я решила сварить домашнее пиво бельгийский трипл. Если вы любите крепкое пиво, то вам обязательно нужно сварить его. Трипл, так же как дюбель и квадрюпель, термины, используемые аббатскими и тропистскими пивоварнями для обозначения крепких сортов пива. Стиль трипл был разработан в 1930 году в бельгийском аббатстве Вестмале. Пивоварня выпустила первый трипл под названием Супербир в 1934 году. Рецептура пива изменилась в 1956 году, когда пивовар Томас решил добавить туда больше хмеля. С тех пор напиток получил название трипл, что в переводе означает тройной эль, или, чтобы было проще для понимания, это эль, в котором используется в 3 раза больше засыпь, чем в обычном стандартном бельгийском эле. Пиво трипл похоже на очень крепкий блонд, но отличается более глубоким цветом и насыщенным ароматом. Во вкусе этого пива присутствуют ноты цитрусовых, солода, а также специй. Но по сравнению с блондом в этом пиве сильнее ощущается согревающая спиртуозность. Цвет напитка варьируется от желтого до золотистого. При наливании в бокал должна образовываться шапка из пены кремового цвета, а также послевкусие должно быть с умеренной горчинкой. Я уже варила пиво по такому рецепту, и у меня даже осталась парочка бутылочек. Сегодня я одну откупорю, покажу вам, как оно выглядит, и расскажу вам про это пиво. Только представьте, на прошлой неделе я пошла за пивом на свой пивной склад, а там уже практически ничего не осталось, кроме последних нескольких варок. А я хочу, чтобы это пиво еще настоялось. Поэтому срочно нужно пополнять мои пивные запасы к весне, к лету. Потому что раньше всегда в моем погребе было около 100 вот таких вот бутылочек. И я могла прийти туда с друзьями и спокойно выбрать, кто какое пиво хочет. А все это случилось, потому что раньше я чаще варила пиво и сбраживала его не только в ЦКТ, как сейчас, а еще и в баках. Мои варки раньше выглядели так. Рабочую часть недели я выбирала рецепт, искала ингредиенты и заказывала их. В пятницу пораньше с работы приходил мой муж, мы открывали по бутылочке пива, я делала какие-нибудь чесночные гренки или крылышки, и мы садились, варили пиво и попивали пиво тоже. Вот, и мне очень нравился этот процесс. Когда я начала вести свой блог и делиться рецептами, я начала варить более сложное и интересное пиво, которое мне просто жалко сбраживать в баках. А еще теперь варка растягивается на целый день, и еще пару дней занимает монтаж ролика, который тоже занимает и требует очень много времени свободного. Так что поддержите меня за мои старания и поставьте этому видео лайк. Этот трипл я сварила 4 июня 2020 года, так что получается, что он стоит у меня в бутылке уже 8 месяцев. Это было мое первое настолько крепкое пиво. Его начальная плотность была 20,5%. Кстати, в моей книжечке, где я все обычно записываю, нету данных, какая у него конечная плотность и алкогольность, поэтому я это проверю вместе с вами. Мопс! Хватит мне мешать. Ну что это такое? Итак. Ого, нифига себе оно гавкнуло. Так. Я много не буду наливать. Вот такой вот у него получился цвет. Шапка действительно большая и кремовая. Пена действительно очень пышная, кремового цвета. Сам эль янтарный, прям очень красивый, прозрачный. Хорошие пузырики у него. Пахнет он безумно ароматно. Ой, я носом нечаянно втянула пену. Вот.
Аромат у него очень цитрусовый, пряный, хорошо чувствуются нотки солода, нотки апельсина, специи, цветы, очень цветочный, фруктовый аромат. Спирт в аромате не чувствуется, аромат очень сладкий, пряный, и мне оно очень нравится по аромату и по вкусу. Кстати, я его тоже сейчас попробую, только совсем немного, потому что мне еще сниматься. Это пиво очень плотное, полное и хорошо сбалансированное. Его вкус сладковатый сначала и терпкий, а потом он переходит в такую горчинку в послевкусии, но она очень тоже хорошо сбалансирована, то есть он не слишком горький, не слишком сладкий, не слишком терпкий, очень хорошо согревающий и безумно ароматный. Мне очень нравится это пиво, но, к сожалению, для меня оно очень крепкое, то есть я вот один бокал могу выпить, и я уже пьяная. Давайте проверим его алкогольность, потому что я, честно говоря, этого еще не делала. Кстати, алкоголь в этом пиве во вкусе он особо не чувствуется. Оно такое очень опасное пиво, потому что оно очень ароматное, очень пьется вкусно, и мне оно очень нравится, но от него прям можно окосеть очень легко. Рефрактометр показывает 8,5, а это получается, что алкоголя у нас 9,93%. То есть он такой достаточно крепкий. Но я, если честно, думала, что в нем больше алкоголя. Тем, кто любит крепкое пиво, этот трипл обязательно должен зайти. Но сама я буду сегодня готовить облегченную версию этого пива. А вам дам рецепт именно того, что сейчас у меня в бокале находится. А рецепт облегченного трипла, если вы захотите, я покажу вам на дегустации. Один глоток. И давайте уже начинать. Для этой варки нам понадобится всего 3 вида солода: пилснер, мюнхенский и меланоидиновый. А также 2 вида хмеля: Искен Голдингс и Тетнангер. А из добавок нам понадобится молотый кориандр и бельгийский сахар белый, или можно использовать декстрозу. В этой варке у нас будут 3 температурные паузы. Первая температурная пауза на 62 градусах в течение 1 часа. Вторая температурная пауза на 70 градусов 30 минут. И третья температурная пауза — это мышаут 78 градусов 5 минут. А далее у нас будет кипячение в течение 90 минут. Многие спрашивают, как мы делаем помол. Вот так вот выглядит наш стандартный помол. Если зернышко выглядит целым, на него вот надавливаешь, и оно разваливается на 2 половинки. Вот. То есть, когда оно напухнет от воды, оно лопнет. Вот они, многие при надавливании прям, оно разваливается. И у меня всегда хорошая фильтрация. Кстати, именно в этом пиве было много белка.
У меня это отмечено в моей книжечке. Ну, потому что в этом пиве такая большая засыпь. И нужно использовать либо мох, либо таблетки, либо отстаивать сусло 1 час после охлаждения. Я буду отстаивать, как всегда, 1 час. Посмотрите, прошло уже полчаса, а фильтрация отличная. Поэтому я и говорю, что очень важно, как у вас сделан помол. А почему ты из чайника льешь воду? Он тебе что, 100 градусов? Нет, это специальный чайник, в котором можно выставить температуру нагрева. Мы выставили температуру 78 градусов через приложение. Бытует мнение, что пенку убирать не нужно. Но я всегда убираю первую пенку до кипячения. А вы как делаете? Посмотрите только, сколько тут белка плавает. Вообще. Для сбраживания этого пива я буду использовать вот эти вот дрожжи Mangrove Jack M31. Кстати, в прошлый раз, когда я их использовала, первые 2 месяца вот это вот пиво было совсем не газированное. И я подумала, что дрожжи умерли, потому что у них толерантность 10%. Вот, я подумала, что пиво у меня получилось более крепкое, и просто все дрожжи умерли. Не помню уже, потому что это было 8 месяцев назад. Вот, но я думала, что дрожжи сдохли, поэтому пиво совсем не газированное. Но через 2 месяца оно стало нормальное. Там появились пузырики, и, как вы видели, хорошая пена. И даже делает хороший пшик. Кстати, мне очень нравятся дрожжи именно этой фирмы, потому что мне кажется, что они дают очень правильные ароматы, и для этого пива, для трипла, я буду использовать именно их, вот всегда, мне они прям очень понравились. Вообще я использую для сбраживания пива обычно либо дрожжи этой фирмы, либо Лалимант, и очень редко саф, и вот саф мне нравится меньше всего. Сбраживать это пиво я буду при температуре 18-20 градусов, 14 дней на первичном брожении, 14 дней на вторичном брожении. В прошлый раз оно стояло у меня в ЦКТ месяц. В прошлый раз я добавляла вот такую вот ложечку из набора. У нее написано 0,75 сзади. На такую бутылочку 0,75 литра. Тут примерно получается 4 грамма декстрозы вмещается. В этот раз я по обстоятельствам посмотрю, сколько я буду добавлять. Потому что в этот раз я решила обновлять свои пивные запасы, и моя ЦКТ занята пивом, которое я варила на прошлой неделе и не снимала. Вот, я буду сбраживать в баках и посмотрю, как буду разбираться со вторичным брожением. Вот. После того, как вы разольете пиво по бутылкам, выдерживайте его не менее 2 месяцев. А потом можно уже начинать пробовать, но чем дольше вы выдерживаете трипл, тем он будет вкуснее, ароматнее и насыщеннее.
а тело будет более округлым и интересным. Так что вот это пиво одно из самых лучших моих пив. И я считаю, что оно очень удачное, оно ароматное, вкусное, обалденное. Но для меня оно слишком крепкое, а вот моему мужу оно очень нравится. Ну вот и все, пиво сейчас будет сливаться в ферментор, а я побегу засыпать туда вот эти вот дрожжи сухим способом, прямо на пенку в бак. Всем спасибо за внимание, желаю вам вкусного пива и хороших варок. Всем пока!